Сегодня мы поговорим о том, что буквально взорвало турецкий шоу-бизнес за последние сутки. Скандалы, внезапные исчезновения, неожиданные поступки звезд, громкие победы, тайные решения и личные истории, которые перевернули ленту новостей, все это мы собрали в один большой дайджест из официальных источников. И да, по ходу выпуска я поделюсь своим личным мнением о каждом событии, ведь некоторые моменты невозможно оставить без комментариев. Вы увидите трогательную сцену, которую Ханде Эрчил сама не ожидала пережить в Москве, узнаете, что именно Мерт Демир сделал ночью, когда камеры начали работать против него, поймете, почему одни актеры получают громкие международные награды, а другие оказываются в центре сомнительных слухов, и услышите о событиях, которые могут изменить целые карьеры. Поверьте, ближе к концу начнется самое интересное, то, что многие еще даже не успели обсудить. Если вам кажется, что турецкий шоу-бизнес уже ничем не удивит, поверьте, вы еще не слышали о том, что случилось сегодня. Поэтому присаживайтесь поудобнее, включайте звук погромче, мы начинаем. Это свежий обзор самых громких турецких новостей, и вы точно не захотите пропустить финал. Едва успела Москва проснуться после насыщенного уикенда, как в столице воцарилась новая волна восторга. Ханде Эрчил вновь вступила на российскую землю, и ее появление мгновенно превратилось в событие, которое невозможно было не заметить. На этот раз актриса приехала представить свой новый фильм «Два мира. Одно желание», и, хотя поначалу казалось, что отсутствие ее партнера Метина Акдюльгера придаст визиту более спокойный тон, все вышло наоборот, публика буквально заполнила пространство вокруг актрисы, соревнуясь в том, кто улыбнется ей первым. С ее появлением воздух будто стал теплее, Ханде двигалась по красной дорожке уверенно, но удивительно мягко, как будто приветствовала каждого своими глазами. В этот момент стало ясно, что ее ждала не просто встреча со зрителями, а живой диалог, в котором она участвовала искренне и с явным удовольствием. Но самым обсуждаемым мгновением стал вовсе не блеск вспышек или ее красочное платье, а эпизод, который пронзил всю толпу своей человечностью. Когда маленькая поклонница попыталась подойти к актрисе для фотографии, путь ей резко перегородил охранник. Девочка остановилась на мгновение, но именно это мгновение стало решающим. Ханде заметила ситуацию практически сразу и подошла к ребенку так быстро и естественно, будто заранее знала, что этот момент произойдет. Она мягко, но твердо остановила охранника, негромко указав ему на необходимость быть аккуратнее, а затем присела, чтобы встретиться с девочкой на одном уровне. Вокруг все затихло, фотографы будто забыли нажимать на кнопки, и это молчание оказалось красноречивее тысячи комментариев. Девочка улыбнулась так широко, как могут улыбаться только дети, а Ханде сама помогла ей сделать снимок, который, скорее всего, станет одним из самых дорогих в ее жизни. Этот жест, не ради камер, не ради прессы, стал ключевым моментом, который весь вечер пересказывали журналисты, зрители и даже случайные прохожие, попавшие на место события. И когда позже Ханде уже на пресс-конференции отвечала на вопросы о фильме, многие видели в ней не просто актрису, а человека, который умеет оставаться честным и внимательным даже в окружении десятков объективов. Интерес к картине вырос заметно, особенно после того, как стало известно, что на турецкой платформе фильм уже занимает первое место, а в России ему прочат подобный успех. Атмосфера ожидания чувствовалась одинаково как среди журналистов, так и среди зрителей, которые заранее обсуждали, какую эмоцию, какой поворот или какой кадр смогут увидеть первыми. И тот факт, что российская премьера состоится уже на следующий день, лишь усиливал ощущение приближающегося события, словно большой праздник был буквально на расстоянии вытянутой руки. Но визит Ханде – это не просто встреча актрисы с публикой. Это знак того, что турецкая кинематография продолжает уверенно укреплять свою связь с российским зрителем, а сама актриса – один из тех мостов, который объединяет две аудитории в единый эмоциональный поток. Пока эмоции от московского визита Ханде Эрчил продолжали расходиться широкими кругами, мир турецкого телевидения уже жил другой, не менее яркой новостью, способной заставить зрителей по-новому взглянуть на свою любимую индустрию. Далеко за пределами Турции, в сердце Нью-Йорка, прозвучало имя, которое мгновенно привлекло внимание поклонников по всему миру. Теленовела «Гений» получила престижную международную награду, одну из тех, которые не просто украшают полку, а поднимают статус всей страны. Объявление победителя стало моментом, когда зал на секунду будто замер,
и эта пауза оказалась той самой тишиной, что предшествует аплодисментам, способным потрясти стены. Представители проекта поднялись на сцену с выражением глубокого удивления и искренней радости. Так радуются те, кто вложил себя в историю без остатка и, возможно, до последнего не осознал, насколько далеко их работа смогла пройти. Сцена сияла в свете прожекторов, золотая статуэтка отражала десятки лучей, а лица команды выражали эмоции, которые нельзя подделать: гордость, облегчение, благодарность и ощущение важности момента. Эта победа стала очередной точкой на карте международных достижений Турции, и, что особенно символично, гений теперь стоит в одном ряду с двумя предыдущими турецкими обладателями награды, что само по себе превращает все происходящее в историческую последовательность. Каждая такая победа расширяет географию турецких сериалов, привлекает новых режиссеров, сценаристов и продюсеров, заставляя всемирную аудиторию обратить внимание на проекты, где эмоции, культурные мотивы и человеческие истории переплетены в уникальном стиле, который зрители легко узнают и еще легче запоминают. Обсуждение новости мгновенно вспыхнуло по всем социальным сетям. Поклонники поздравляли команду, делились сценами из любимых эпизодов, рассуждали, какие именно моменты могли повлиять на решение жюри. Отрывки, фрагменты и кадры стали распространяться быстрее, чем официальные пресс-релизы, создавая ощущение, будто сама награда принадлежит не только создателям, но и зрителям, прожившим эту историю вместе с героями. И все же самым важным во всей этой ситуации остается не сама статуэтка, а то чувство, которое она вызывает у зрителей, уверенность, что их любимая индустрия движется вперед, развивается, растет, а значит, у каждого нового проекта появляется шанс стать следующим открытием. И пока гений празднует свой триумф, внимание публики неожиданно переключается на другую историю, где эмоции кипят уже по совершенно иному поводу. Пока одни проекты принимают громкие награды и купаются в овациях, в других уголках турецкого шоу-бизнеса разворачиваются события, которые по накалу эмоций не уступают хорошей драме. И в центре внимания Мерт Рамазан Демир, чье имя в последние сутки звучит чаще, чем название новых сериалов. Его вечер, начавшийся вполне спокойно, неожиданно превратился в ту самую историю, которую будут обсуждать еще долго. Накануне актера заметили в одном из популярных стамбульских клубов. Вокруг играла музыка, люди отдыхали, и ничто не предвещало того, что обычный выход может превратиться в маленькую бурю. Мерт находился в компании новой спутницы, это сразу привлекло внимание посетителей, ведь личная жизнь актера давно стала предметом живого интереса поклонников. Все оставалось относительно спокойным до того момента, когда рядом появились папарацци, будто почувствовавшие запах сенсации. Именно в этот момент ситуация резко изменилась. Камеры, направленные в сторону выхода, вспышки, шум и Мерт, заметив все это, принял решение, которое только подогрело интригу. Он поспешно сел в автомобиль и уехал, оставив девушку буквально перед дверями клуба. Сложно сказать, что именно произошло в ту секунду: испуг, попытка уйти от обсуждений или просто импульсивный поступок, но результат оказался таким, каким его увидели все. Девушка осталась одна перед десятками объективов, растерянная и пытающаяся понять, где ее спутник. Она шла к дороге, разговаривая по телефону, и ее фраза «Где ты? Когда ты меня заберешь?» разлетелась по социальным сетям быстрее любых официальных комментариев. Когда же она подошла к машине, Мерт, увидев репортеров, вновь резко уехал, будто стремясь исчезнуть из поля зрения. Поклонники обсуждали это с такой скоростью, что новость начала жить собственной жизнью, порождая версии, предположения и эмоции, от возмущения до недоумения. И все это происходило ровно в тот период, когда внимание фанатов было приковано к другому вопросу, его новому проекту. Журналистка Берсен Алтунташ уже поспешила прокомментировать ситуацию вокруг сериала. Сценарий находится в доработке, проект не отменен, просто проходит стандартную фазу подготовки. На фоне скандала эта информация прозвучала особенно выразительно, словно напоминание, что за яркими эмоциями личной жизни скрываются рабочие процессы, требующие концентрации и времени. Но, как это бывает в мире артистов, обсуждения личных историй неизбежно переплетаются с обсуждением профессиональных планов. И когда разговоры вокруг Демира не утихают, внимание публики плавно переключается на другую актрису, чья карьера сейчас стоит на пороге новых решений.
Пока одни артисты пытаются разобраться с последствиями бурных вечеров, другие делают куда более тихие, но не менее значимые шаги, такие, которые способны определить их карьеру на годы вперед. Мирай Даннер как раз оказалась в той точке, где важнее всего не спешка, а правильный выбор, и именно поэтому ее имя вновь оказалось в центре обсуждений. За последние недели актрисе поступили 2 предложения для участия в цифровых проектах, оба от крупных платформ, оба с потенциалом стать заметными историями в сезоне. Но Мирай неожиданно для многих отклонила одно из них. Причины не озвучивались, но в индустрии быстро начали строить догадки. Возможно, роль не соответствовала ее текущему творческому направлению, возможно, сценарий не давал возможности раскрыться так, как ей хотелось бы, а может быть, она просто ждет чего-то большего, чем очередная стандартная драма или романтическая линия. Второй проект остается в подвешенном состоянии, сценарий еще не завершен, и актриса предпочитает дождаться окончательной версии, прежде чем давать согласие. Это решение само по себе говорит о многом. Мирай относится к карьере не как к гонке за количеством проектов, а как к возможности выбрать тот сюжет, в котором она сможет оставаться честной с собой и зрителями. Поклонники реагируют на ее спокойствие с удивительным пониманием. Многие вспоминают ее предыдущие работы, роли, которые требовали эмоциональной глубины и точности, и благодаря которым она и стала одной из самых заметных молодых актрис Турции. Кажется, что теперь ожидание становится частью ее имиджа, аккуратность в выборе, осторожность в шагах, умение выждать, когда это необходимо. Но именно в такие моменты, когда актеры выбирают между проектами, особенно ощущается контраст с другими новостями мира шоу-бизнеса. Одни ищут идеальную роль, другие – идеальную сцену, и буквально одновременно происходят события, которые добавляют в общую картину немного праздничной интриги. Ведь пока Мирай анализирует сценарии, внимание публики неожиданно смещается к артистам, которым предложили совершенно иной формат выступления – яркий, музыкальный и по-настоящему новогодний. Праздничный сезон в Турции – это всегда что-то большее, чем просто смена календаря. Это время, когда телевидение превращается в ярмарку зрелищности, а сцены крупнейших шоу становятся площадкой для самых неожиданных творческих союзов. Именно поэтому новость о том, что Айчи Айшин Туран и Бураку Юруку предложили выступить дуэтом в специальном выпуске «Голос Турция», сразу привлекла внимание и поклонников, и медиа. Их появление в одном кадре уже давно вызывает интерес, оба яркие, оба харизматичные, оба обладают тем особым экранным обаянием, которое легко притягивает аудиторию. Но музыкальный дуэт – это звучит настолько необычно, что просто не могло пройти мимо обсуждений. Ведь здесь речь не о фильме и не о сериале, а о живом сценическом номере, где нет дублей, нет монтажных склеек и нет возможности переиграть момент заново. Только они двое, свет софитов и ожидания зрителей. Организаторы шоу, конечно, понимают, что такое сочетание может стать украшением эфира. Новогодний выпуск «Голос Турция» всегда собирает огромное количество зрителей, а появление популярной пары на сцене автоматически поднимает уровень интереса. К тому же, праздничная атмосфера делает любое выступление более теплым и запоминающимся, зрители готовы улыбаться чаще, аплодировать громче и воспринимать артистов не только как актеров, но и как людей, которые выходят на сцену просто чтобы подарить настроение. Сами Айчи и Бурак пока не дали однозначного ответа. Возможно, они думают о репетициях и о том, насколько комфортно будет выступать в непривычной для них роли. Но даже эта неопределенность сыграла свою роль, соцсети сразу наполнились обсуждениями, какие песни им подошли бы, станет ли их номер романтичным или они выберут что-то более драйвовое, и как их совместное появление может сказаться на популярности дуэта в будущих проектах. И пусть решение еще не принято, одно ясно точно – внимание к артистам усилилось. А это значит, что любое их следующее действие, даже самое тихое, будет услышано. Но пока зрители спорят, какой репертуар они могли бы выбрать, в другой части турецкого шоу-пространства уже происходит еще более масштабное событие, которое касается не пары артистов, а целого большого проекта, сумевшего стать настоящим триумфом сезона. На фоне предпраздничных интриг и обсуждений потенциальных музыкальных дуэтов в центре внимания внезапно оказался проект, который давно стал символом устойчивости, мастерства и долгой экранной жизни. Основание Архан уверенно взошел на вершину рейтингов,
но настоящая кульминация наступила тогда, когда стало известно, сериал признан лучшим проектом года по версии одного из ведущих интернет-изданий. Новость разошлась стремительно, и не только потому, что это очередная награда. Гораздо сильнее впечатляет масштаб признания. Проект удостоился титула лучшего, а его актеры получили индивидуальные премии, словно подтверждая, что успех сериала — это не только грамотная режиссура, историческая основа и динамичный сюжет, но и люди, которые на протяжении многих сезонов продолжают удерживать зрителя возле экрана. Особое внимание привлекло признание Махасина Мирабета и Мерти Заджиолу как лучших актеров года. Эти награды стали своего рода штампом качества на их работе, подтверждением того, что их персонажи живут не просто внутри сценария, а внутри эмоций зрителей. Их роли требовали не только физической отдачи, но и глубокого погружения в характеры, и зрители отмечали это в каждом эпизоде, в каждом взгляде, в каждом слове. Но настоящей звездой вечера стала актриса, чье имя давно связано с франшизой, та, кто сумела создать один из самых узнаваемых образов. Она получила награду за лучшую женскую роль, и это признание стало особенно трогательным, ведь ее персонаж сопровождал зрителей в течение 6 сезонов, менялся вместе с ними, переживал трудности, радости, личные испытания и победы. Такое долгосрочное эмоциональное соединение редко возникает между артистом и аудиторией, но в ее случае оно было почти осязаемым. Не осталась без внимания и работа Элюль Тумбар, получившей награду как лучшая актриса в других проектах, а также юного актера Кузи Гизера, чьи достижения в категории детских ролей показали, что новое поколение талантов уже уверенно заявляет о себе. Все это создало атмосферу большого праздника внутри индустрии. Основание Архан словно снова доказал, что исторические сериалы могут оставаться актуальными, сильными и эмоционально насыщенными, несмотря на годы в эфире. И на фоне этого торжества взгляд зрителя вдруг переключается в совсем другую сторону, туда, где обсуждают не награды, а личные сюжеты, такие, которые порой оказываются ближе людям, чем громкие премии. Пока одни артисты поднимались на сцену за наградами, в другой части медиапространства зрители обсуждали историю совсем иного характера, более камерную, более личную, но от этого не менее притягательную. Интерес публики всегда движется по удивительным траекториям, иногда внимание сосредоточено на масштабных премиях, но стоит появиться намеку на романтическую интригу, и центр тяжести смещается туда, где рождаются истории о людях, а не о наградах. Именно так произошло, когда в медиа начали появляться сообщения о возможных отношениях между Атаканом Ускую и Мелиссой Шитен. Новость молниеносно разлетелась по социальным сетям, вызывая то удивление, то симпатию, а иногда и споры, ведь разница в возрасте между артистами стала поводом для множества комментариев. Но чем больше обсуждений разгорается вокруг этой темы, тем быстрее становится понятно, зрителей волнует не сама разница, а то, насколько неожиданно и мягко эта пара возникла в информационном поле. С одной стороны, молодой актер, чья карьера уверенно набирает обороты, с другой – артистка, давно зарекомендовавшая себя как человек с ярким экранным темпераментом. Их возможный союз вызвал цепочку размышлений, встретились ли они на съемочной площадке, общались ли давно или же это мгновенное совпадение взглядов, которое иногда превращается в нечто большее. Каждая деталь становилась поводом для новых теорий, и даже отсутствие официальных подтверждений только усиливало интерес, как будто тишина в данном случае была самой интригующей частью истории. Особенно ярко проявилась реакция зрителей на обсуждение возрастной разницы. Многие пользователи подчеркивали, что общество часто относится к таким парам по-разному. Когда старше мужчина, это нередко считается нормальным, но когда старше женщина, мнения внезапно разделяются. И на фоне этой дискуссии возникла новая волна поддержки. Поклонники отмечали, что главное – взаимность и комфорт, а не цифры в паспорте. История пока остается открытой, неоконченной, будто кадр, зависший между двумя сценами. Но именно эта незавершенность оказалась ее силой, словно зрители получили начало сюжета, но ключевые странички еще не раскрыты. И пока все гадают, появится ли подтверждение или, наоборот, опровержение, информация начинает переключать внимание на то, что происходит в профессиональной сфере, туда, где цифры тоже играют роль, но уже в других масштабах. Когда эмоции вокруг личных историй начинают стихать, в информационное пространство уверенно входят цифры, те самые показатели, которые часто говорят громче любых комментариев.
Рейтинги сериалов, как барометр зрительского интереса, показывают, какие проекты удерживают внимание аудитории, какие теряют позиции, а какие неожиданно возвращаются в игру. Именно в этом разделе индустрия становится похожа на живой организм, реагирующий на каждое изменение сценария, актерского состава или атмосферы внутри проекта. И свежие рейтинги за 25 ноября принесли зрителям немало поводов для размышлений. На этой неделе два сериала «Зависть» и «Бахар» продемонстрировали спад по всем ключевым категориям. Эти колебания нельзя назвать катастрофическими, но они все же заставляют задуматься, происходит ли это из-за конкуренции в эфире, из-за изменения сюжетных линий или же зрители просто переключают внимание на другие проекты. Иногда подобные падения связаны с естественным ритмом сезона, но каждый такой результат становится предметом анализа не только для продюсеров, но и для фанатов, которые внимательно следят за каждым эпизодом. На этом фоне проект «Глаза цвета Черного моря» показал более сбалансированную динамику. Небольшой рост в тотал и категории АБ говорит о том, что сериал постепенно находит своего зрителя, а легкое снижение в ABC выглядит скорее статистическим колебанием, чем тенденцией. Зрители реагируют на драматические повороты и атмосферу истории, и именно такая стабильность создает ощущение, что проект уверенно движется в своем темпе. Особого внимания заслуживает «Если король проиграет», который уже приближается к финалу и на этой неделе прибавил в важной категории АБ. Это естественно для проектов, которые подходят к завершению. Зрители возвращаются, чтобы не пропустить финальные моменты, и обсуждения в социальных сетях достигают максимальной активности. Финальные серии всегда притягивают дополнительное внимание, и часто даже те, кто давно не следил за проектом, включаются снова, чтобы увидеть концовку. Такие рейтинговые колебания напоминают, что индустрия постоянно движется. Одни проекты поднимаются, другие уступают место новым, и каждый график, каждая цифра – это отражение того, что чувствует зритель. И именно поэтому новые эпизоды, выходящие в ближайшие дни, становятся особенно важными. Они могут изменить картину, усилить интерес или, наоборот, стать точкой для анализа. А пока цифры еще свежие и обсуждения продолжаются, эфир уже готовит зрителям новый поток историй, тех, которые появляются на экране прямо сегодня. Именно в такие недели, когда обсуждения рейтингов становятся особенно оживленными, внимание зрителей переключается на то, что выходит прямо сейчас. Новый эпизод может изменить настроение аудитории, вернуть интерес к сериалу или, наоборот, задать для него совершенно новый тон. И сегодняшняя премьера сразу нескольких проектов создает ощущение насыщенности, будто эфир становится плотнее, ярче и динамичнее. В центре внимания оказываются сразу 4 свежих серии, каждая из которых приносит зрителю что-то свое. «Мечта Эшрефа» выходит с новым эпизодом, и именно на этой отметке истории обычно начинают набирать новый оборот, раскрывая мотивы героев глубже, чем прежде. Такой этап в сериалах часто становится ключевым, потому что зрители уже привязались к персонажам, но еще не знают, какой именно поворот готовит сценарий. Следом выходит 39-я серия «Беззащитных». Проект давно известен своей эмоциональной насыщенностью, и каждое новое продолжение вызывает обсуждение в социальных сетях уже в первые минуты после выхода. Такой высокий номер эпизода говорит о стабильной аудитории, которая остается вместе с героями несмотря на конкуренцию в эфире. Не остается без внимания и 5-я серия «Основание Архан», продолжение истории, которая не только удерживает интерес, но и после недавних наград привлекла к себе дополнительное внимание. Зрители смотрят на каждый кадр внимательнее, чем раньше, ожидая подтверждения того, что успех проекта не случайность, а результат качественной и продуманной работы. И последним сегодняшним релизом становится 2-я серия «Подозрительного». Проект еще находится в самом начале своего пути, но именно такие ранние эпизоды способны определить его судьбу, покорит он зрителя, удивит ли сюжетом, найдет ли свою нишу. У новых сериалов всегда есть особая энергия, энергия ожиданий, и она делает каждый выход особенно интригующим. Все эти релизы создают ощущение, что эфир живет своей собственной жизнью, насыщенной, разноплановой и полной эмоций. И как только зритель успевает прислушаться к этим новым историям, медиапространство уже готовит следующую порцию горячих новостей, тех, что появились буквально в последние сутки и стали главным предметом обсуждений. Именно они откроют новый виток событий, в который мы сейчас и переходим.
И пока зрители погружаются в новые серии, одновременно с этим индустрия продолжает подбрасывать свежие поводы для обсуждений, и один из них связан с человеком, чье имя все чаще звучит в подборках самых перспективных актеров нового поколения. Амер Фарук Аран стал обладателем награды за лучшую мужскую роль второго плана, и эта новость моментально распространилась по индустрии, вызвав волну искренних поздравлений, гордости и обсуждений. На церемонии, где собрались представители самых разных проектов, его выход на сцену стал одним из тех моментов, когда зрители чувствуют особую атмосферу, смесь волнения, благодарности и удивления. Он подошел к награде не случайно. В последние годы его работа в рамках «Каролс Аурейн» привлекла внимание критиков, а роль, которую он исполняет, требовала от него одновременно физической подготовки и серьезного эмоционального диапазона. Именно такие роли становятся настоящим испытанием для молодых артистов, и, как показала эта награда, Амер прошел его уверенно. Особенно активно эту новость обсуждали поклонники франшизы «Основание», которые давно заметили, что Аран обладает тем типом экранной энергии, которая выделяет актера даже в ансамблевом составе. Для многих зрителей его работа стала той самой деталью, которая делает историю глубже, а персонажа более живым. И новость о награде стала не просто событием, а подтверждением того, что молодые имена в турецкой индустрии продолжают крепнуть и получать заслуженное признание. Но больше всего внимания привлекло то, как этот успех повлиял на ожидания зрителей относительно будущих проектов актера. Многие уже предполагают, что после такого признания ему предложат более масштабные роли, возможно, даже центральные, и, как это часто бывает, интерес к его следующему шагу только усилился. И пока поздравления продолжают поступать, а поклонники обсуждают, какие персонажи могли бы подойти Арану в следующих сезонах, индустрия уже начинает готовиться к смене декораций, потому что впереди стартуют новые проекты, о которых говорят не меньше. Пока внимание публики было приковано к церемонии награждения, в другом конце индустрии начали происходить процессы, которые незаметно, но уверенно формируют облик следующего телевизионного сезона. Новые проекты, тщательно отбираемые платформами и каналами, вступили в фазу подготовки, и именно этот период всегда вызывает особый интерес у зрителей, тот самый момент, когда нет еще ни трейлеров, ни постеров, но ожидание уже начинает подогревать воображение. Сразу несколько продюсерских компаний объявили о старте кастингов для проектов сезона 2025-2026, и сообщения об этом быстро разлетелись по профильным изданиям. На ранних этапах всегда царит тишина, названия скрыты под рабочими кодами, сценарии не покидают электронных сейфов, а актеры только начинают встречаться с режиссерами. Но именно эта скрытность делает подготовку особенно притягательной. Здесь каждый слух превращается в маленькое расследование, каждая предположительная пара в кадре обсуждается, будто уже утверждена. Среди намеченных проектов несколько исторических драм, которые из года в год демонстрируют стабильный интерес зрителей. Они обещают показать новые эпохи, малоизвестные детали прошлого и привычную смесь приключений и глубоких человеческих историй. Параллельно готовятся романтические проекты, легкие и праздничные, с атмосферой, где зритель ищет уют, контрастирующий с динамикой повседневной жизни. Особое внимание привлекают и масштабные бюджеты некоторых новинок. Продюсеры все чаще вкладывают средства в визуальную сторону, от костюмов до сложных съемочных площадок, от обширных натурных сцен до компьютерной графики. Это говорит о том, что индустрия продолжает расти и стремится к уровню, который сможет привлечь международную аудиторию. Социальные сети уже наполняются обсуждениями. Зрители спорят, какие актеры лучше всего подойдут для тех или иных ролей, предугадывают темы, обсуждают возможные жанровые комбинации. Такие разговоры всегда оживляют пространство вокруг новых проектов еще до того, как камеры начинают работать. И именно в этот момент, когда индустрия дышит ожиданием, когда одни артисты получают награды, а другие только делают первые шаги к будущему сезону, в СМИ появляется еще одна новость, более личная и неожиданно тихая, но способная вызвать бурю эмоций у поклонников. Она станет заключительным аккордом нашего повествования. И пока индустрия готовится к новым масштабным проектам, зрительское внимание вдруг смещается в сторону более тихой, но эмоционально насыщенной истории, которая словно выпадает из общего ритма новостных потоков, но именно этим и притягивает к себе взгляды. Социальные сети заговорили о возможном расставании Азге Ягас и Бурака Берка Алгюля,
и эта новость вызвала волну обсуждений, будто зрители на мгновение остановились перед страницей, которую не ожидали увидеть. Поводом для разговоров стали публикации, появившиеся почти одновременно в нескольких медиа. Источники сообщали, что артисты больше не вместе, и хотя ни Озге, ни Бурак не подтвердили эту информацию официально, само отсутствие комментариев лишь усилило интерес. В индустрии такие паузы зачастую вызывают больше эмоций, чем прямые заявления. Тишина становится пространством для интерпретаций, и каждое действие артистов начинает рассматриваться через призму изменений в их личных отношениях. Поклонники пары, следившие за ними не только в рамках проектов, но и в жизни, сразу стали делиться своими переживаниями. Многие вспоминали их совместное появление, отмечали, как органично они смотрелись рядом, и надеялись, что слухи окажутся недоразумением. Другие же обращали внимание на то, что артисты всегда отличались деликатностью в вопросах личной жизни, и вполне возможно, что они просто переживают период, о котором не хотят говорить публично. Обсуждения разгорелись настолько активно, что само событие стало чем-то большим, чем просто новость. Оно превратилось в напоминание о том, что за яркими ролями, премиями, масштабными съемками и сюжетами, которые создаются специально для зрителя, существуют настоящие люди со своими ощущениями, внутренними решениями и моментами, которые они еще не готовы делить с миром. И именно эта человеческая сторона индустрии становится последним штрихом в цепочке событий, которые мы сегодня рассмотрели. Мир турецкого шоу-бизнеса живет множеством ритмов одновременно. От триумфов на международной арене до тихих личных развилок, от громких премьер до новостей, которые рождаются почти шепотом. И каждая из них добавляет свой оттенок в общую картину, делая ее такой живой, насыщенной и непредсказуемой. Сегодня мы прошли через целую мозаику событий турецкого шоу-бизнеса, от трогательного визита Ханде Эрчель в Москву и громкой победы «Гения» на международной арене до неожиданных поворотов в личной жизни артистов и ярких достижений целых сериалов. Мы увидели, как одни звезды покоряют сцены и получают награды, другие принимают важные творческие решения, третьи становятся частью громких обсуждений, а новые проекты уже начинают готовиться к следующему большому сезону. Каждый эпизод, каждая премьера, каждая новость вплелась в общий ритм индустрии, показывая, насколько насыщенной и многогранной она остается день за днем. И на этом наш сегодняшний обзор подходит к концу. Спасибо, что были со мной и окунулись в мир турецких сериалов и ярких историй. Не забудьте подписаться на канал «Любовь и мечты», поставить лайк, если вам понравился выпуск. И обязательно пишите свои комментарии. Вместе мы сделаем наши встречи еще интереснее. До новых встреч, мои дорогие!